Битва за Курскую область, спецоперация ГУР у берегов Крыма, а также новые военные учения Лукашенко. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Наступают и продвигаются. Россияне заявляют о тяжелой ситуации в Курской области и захвате населенных пунктов вооруженными силами Украины. Так ли это и для чего? Я думаю, что именно в рамках превентивной деятельности украинская армия перешла в наступление. У берегов Крыма россияне несут потери в акватории Черного моря. Что известно о спецоперации украинской разведки и секретной части этого задания? Ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику. Колоссальные потери Северной Осетии. Один из общественников призывает Путина остановить призыв и рассказать о том, скольких солдат потеряла армия РФ. Данный шабаш протекал в условиях, когда на фронтах СВО продолжает гибнуть молодежь Осетии, чьими телами уже переполнены кладбища Владикавказа. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Населенные пункты Курской области переходят под контроль Украины. О том, что села Николаева, Дарьина и Свердликова теперь контролируются украинскими военными, пишут российские пропагандисты и зет-блогеры. В Украине этой информации не подтверждали. Ситуация в Курской области, судя по сообщениям, которые публикуют местные власти и жители, вторые сутки остается непростой. Телеграм-каналы, близкие к российскому Минобороны, сообщают, что ВСУ продвигаются вперед, на территорию России перебрасываются дополнительные резервы. Зет-военкоры пишут, что войска Украины могут подойти к Курской АЭС или к газоизмерительной станции Суджа, через которую российский газ экспортируют в Европу. Опять же, подтверждения этим заявлениям с украинской стороны на момент записи выпуска не было. Тем временем Американский институт изучения войны пишет, что накануне, когда появились первые сообщения о прорыве российской границы, местные власти Курской области и Минобороны РФ давали абсолютно противоречивую информацию, что говорит о несогласованности. Отмечу, что на официальных площадках ведомства Белоусова действительно мало информации о том, что происходит в Курской области. А вот губернатор был более разговорчив. Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям. Тем временем мониторинговый канал Deep State пишет, что в Донецкой области продолжается продвижение российской армии, в частности в населенном пункте Нью-Йорк, в Желанном и около Никольского. Выгодно ли украинским военным вероятное наступление в Курской области, в то время как в Донецкой области наблюдается непростая ситуация? Эти вопросы мы задали военному эксперту Владиславу Селезневу. Я думаю, что именно в рамках превентивной деятельности украинская армия перешла в наступление для того, чтобы ликвидировать плацдармы, которые в настоящее время формировались российскими войсками для проведения атак на наше приграничье, тех областей, которые граничат с Российской Федерацией. В настоящее время, по оценкам некоторых экспертов, считается, что порядка 70-75 тысяч российских войск сосредоточены на территории трех областей, соответственно, Брянской, Курской и Белгородской. Понятно, что львиная их часть сосредоточена на юге Белгородской области для того, чтобы в дальнейшем их использовать для продвижения на севере Харьковской области. Но тем не менее определенные приготовления происходили на территории Курской области. Там действовали подразделения 6-й армии, 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа, ряд признанных подразделений, в том числе 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации. То есть ресурсов достаточно много. И дабы упредить наступление российской армии на этом участке фронта, я думаю, и задействованы соответствующие силы и средства украинских сил обороны. Я думаю, что и в этот раз
военный гений генерала Сырского также будет действовать ради того, чтобы украинская армия получила в том числе определенный отдых на восточном фасе Российско-Украинского фронта. Ведь если события на территории Курской области будут масштабироваться, соответственно, противник будет вынужден перебрасывать свои силы и средства, в том числе с тех участков фронта, где они сосредоточены в огромном количестве. Недалеко от берегов Крыма украинские разведчики провели успешную спецоперацию. В ГУР заявляют о налете на Тендровскую косу. Там были уничтожены фортификации оккупантов и их личный состав. Спецназовцы подразделения активных действий «Артан» и морского центра ГУР Минобороны Украины реализовали операцию в северной части Черного моря. Ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТЛБ комплекс РЭП противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян. У Буданова говорят, что пока уточняются потери российских войск, в то же время у украинских военных потерь нет, сообщает ГУР. И уверяют, что выполнили как поставленную задачу, так и секретную часть этого задания. В целом же спецоперация на Тендровской косе, которая сейчас находится под контролем российских войск, это часть большого плана украинских сил обороны. Кадры уничтоженного истребителя, предположительно российского, и на аэродроме Морозовск в Ростовской области сейчас активно обсуждаются в сети. Об атаке на этот объект сообщал Генштаб ВСУ буквально несколько дней назад, 3 августа. Тогда в официальном сообщении шла речь об уничтожении склада боеприпасов, в частности управляемых авиабомб российских оккупантов. Удар по аэродрому осуществили бойцы Службы безопасности Украины и Главного управления разведки совместно с ВСУ. Военные эксперты акцентируют внимание еще и на том, что РФ теряет сейчас не только технику, самолеты и вертолеты, но и лучших специалистов, летчиков и техников, которые обслуживают данную авиационную технику. А Морозовск — это 559-й полк бомбардировочной авиации, на секундочку, да? И представляете себе напряжение этих летчиков, которые должны... Там есть разные режимы, там есть режим дежурства в воздухе, есть дежурство на аэродроме. Дежурство на аэродроме может быть в самолете, а может быть там рядом с самолетом. И какой отдых, да? А количество пилотов, оно как бы уменьшается. Если было поражено большое количество самолетов, там можно обсуждать, сколько летчиков осталось живых после катапультирования, что там смогли посадить, просто повредили самолеты. Это отдельный вопрос. Но количество летчиков не возобновляется с той скоростью, с которой эти самолеты уничтожаются. Реально. 150 пилотов они там, их училище могли выпускать. И не думаю, что они за 2 года увеличили их там в 2 раза. Телами молодежи Северной Осетии переполнены кладбища Владикавказа, которые погибли за время проведения так называемой СВО. Такую информацию о потерях российской армии опубликовал один из общественников Российской Республики Хадзимат Дзанайты. В своем открытом письме к главе республики он пишет, что пора раскрыть данные о том, как много военных, в частности из Северной Осетии, потеряла Россия. О том, что в республике надо объявить недельный траур по погибшим СВОшникам из региона, а также о том, что в срочном порядке пора обратиться к Путину с предложением, внимание, запретить призыв, заключение контракта представителей осетинского народа, провести досрочную мобилизацию, да и в целом остановить уничтожение народа Северной Осетии. На главной площади города Владикавказа, площадь Свободы, в течение недели в июле 2024 года проходило карнавальное празднество. Данный шабаш протекал в условиях, когда на фронтах СВО продолжает гибнуть молодежь Осетии, чьими телами уже переполнены кладбища Владикавказа. Разве в условиях, когда над Россией нависла смертельная угроза физического уничтожения, а осетинский народ вымирает прогрессирующими темпами, республика находится в нижней части общероссийского социально-экономического рейтинга, допустимы подобного рода массовые гуляния? Непонятно, какие победы вы празднуете? Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что по состоянию на август 2024 года на поле боя были ликвидированы уже практически 570 тысяч российских военных.
В то же время, по данным Медиазоны и русской службы BBC, установлены имена 61 831 российского военного, которые погибли в Украине. Авторы издания уточняют, что рост потерь за последние месяцы гораздо более значительный, чем его успевают фиксировать. Друзья, что вам известно о потерях российской армии? Напишите об этом в комментариях под этим видео. Если Россия нападет на Европу, то Североатлантический альянс имеет шансы проиграть из-за бюрократии. О негативном сценарии для НАТО говорит французский генерал в интервью «Политика». Он, в частности, считает, что сейчас ЕС необходимо усилить свою военную мобильность, но это непростая задача. В частности, генерал Тужус говорит, что европейским и американским солдатам необходимо в кратчайшие сроки оказаться у восточного фланга НАТО, если Россия начнет наступление. И уже на этом этапе начнутся проблемы из-за административных процессов по перевозке военной техники через границы, из-за неадекватной инфраструктуры, включая мосты и туннели, а также из-за нехватки ЖД-вагонов для транспортировки как техники, так и личного состава. По словам французского генерала, французская армия, которая последнее десятилетие воевала в Афганистане и западноафриканском регионе Сахель, не загружала военную технику в поезда около 20 лет. Руководители железнодорожных станций французской национальной железнодорожной компании также были в неведении. Как много времени страны НАТО имеют на подготовку к возможной войне с РФ и как Североатлантическому альянсу помогают ВСУ? Об этом мы также поговорили с военным экспертом. Именно поэтому ведущие военные эксперты буквально бьют в набат, заявляя о том, что необходимо оптимизировать процедуры согласования тех или иных действий, связанных с перемещением сил и средств, задействованием этих сил и средств Североатлантического альянса. И это крайне важный кейс. Но тут мы должны опять же вспомнить, почему у наших западных партнеров есть это самое время для того, чтобы адаптировать свои процедурные программы к нынешним реалиям. Это самое время тут сейчас обеспечивает украинская армия на разных участках фронта. На Кураховском, на Покровском, на Торецком направлении, на Час-Яр и на Лиман, на Купинском направлении, на севере Харьковской области и на юге Запорожской области. Тут и сейчас украинская армия сдерживает натиск российских оккупантов, тем самым давая временной лаг для наших западных партнеров, чтобы они адаптировали свою военную политику к условиям быстро меняющегося современного мира, ну и в том числе для того, чтобы российская военная машина не имел возможности тут и сейчас вторгнуться на территорию европейских стран, в том числе стран Балтии. В Беларуси начинаются очередные военные учения. На этот раз у Хренина заявляют, что практически действия этих учений пройдут на территории Минской области и Гродненской области, которые граничат как с Польшей, так и с Литвой, то есть не у границ Украины, что потенциально могло бы повлиять на ВСУ и их реакцию на эти действия ВСРБ. Заявленная тема учения, далее цитата, «Управление войсками в операции оперативного объединения». Уточняют, что эти учения необходимы, чтобы обеспечить непрерывное управление в ходе ведения боевых действий. Собираются также бороться с некими ДРГ, отработать применение БПЛА для разведки, а также поражать противника ракетными войсками. Лукашенко пока о новом нападении не заявлял и карты, откуда оно может готовиться, не демонстрировал. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.